Всем привет с Новым годом! Это у нас кошка Анфиса. Она забралась на шкаф у меня в кабинете и поможет нам посмотреть несколько интересных вещей, которые у меня в кабинете стоят на полках и висят по стенам. А вот она на меня смотрит, как я сижу за компьютером и работаю. Итак, давайте. Ей вообще-то не разрешается там ходить, но вот, там два прибора. Это два радиоприемника коротковолновых. Это Sangen китайский и Sony. Со множеством коротковолновых диапазонов. Это увлечение моей молодости, детства. Я в детстве был радиолюбитель, паял приемники коротковолновые. Слушал всякие радиостанции, там «Голос Америки», «Радио Свободу», «Немецкую волну». А потом, когда стали выпускать такие приемники, когда они ко мне попали, я понял, что дальше этим заниматься смысла нет, что ничего подобного я своими руками собрать не смогу. И как бы на этом мое радиолюбительство закончилось. Но оно дало интересные встречи, интересные навыки. Паять научился, мастерить что-то, сверлить, строгать и так далее. А в плане интересных встреч, то, что я слушал вот эти радиостанции, я слушал в том числе Радио Свобода. И как-то я написал письмо на вот это Радио Свобода. И в своей передаче «Письма читателей» вот это письмо прочитал Анатолий Стрелянный. Вот, он вел передачу «Ваши письма», это писатель украинский. И вот я написал еще одно письмо, он еще раз прочитал письмо и почти всю передачу посвятил этому моему письму. И прислал мне приглашение, что Алексей, давай приезжай к нам в Прагу, я тебе устрою экскурсию по Радио Свобода. Ну, предложение было заманчивое, вот это офис Радио Свобода в Праге. Я действительно туда приехал, меня встретили на проходной. Заполнил какую-то анкету, меня, там сказать, обыскали тщательно. И Анатолий Иванович устроил мне отличную экскурсию по радиостанции. Я посмотрел студию, посмотрел, там сказать, показал некоторых сотрудников. Мы перекусили с ним в кафе. В общем, удалось мне побывать на Радио Свобода. Ну, вот так вот. А теперь посмотрим, давайте, что за картинки, что за фотографии висят по стенам. И начнем вот с этой. Вот. За Анфисой. Анфиса нюхает фигурку бога виноделия, бога вина. Это мы с Ириной в Новой Зеландии. Это Северный остров. Была интересная экскурсия. Вообще, Новая Зеландия в плане для любителей животных это такая уникальная страна, где животных очень много, они везде и кругом. В Новой Зеландии и в Австралии. Вот. Анфисочка увлечена богом вина, мне ее подарили, вот эту фигурку, зная мое увлечение. А вот это, смотрите, слева вот этот дядечка серьезный, это Семен Сакско-Бурготский, родственник английской королевы и болгарский царь. Он же был в то время премьер-министром Болгарии, а мероприятие, на котором я с ним вот встретился, это было собрание, так сказать, без галстуков партии НДСВ, Национального движения Симеон II. А мы пообщались с ним, побеседовали, у меня была аудиенция, скажем так, он мне рассказал про бизнес Испании. А справа это мы с Ириной на балу в Хофбурге в Вене. Ну, я в смокинге, Ирина в бальном платье. Ну, посетили мы такое мероприятие, сплясали там. Вот. Анфисия, похоже, собирается спускаться. Хорошо, хотя бы она такая очень аккуратная кошечка, и все это не рушит, все это не падает. Вот смотрите, там такая фотография, и это на память о моем участии в турнире всемирной серии покера в Лас-Вегасе. Как-то специально летом, хотя летом для Лас-Вегаса слишком жарко, ну вот, поехал и поучаствовал. Ну, просто мероприятие такое, в котором, если ты увлекаешься покером, ну, принять участие чисто для прикола можно. А здесь слева это я в своем кабинете в Софии. Я когда-то был бизнесменом и руководил трудовым коллективом. И вот это я на рабочем месте, в пиджаке. А справа это я с псом
Фил его звали. Мы на выставке в Алма-Ате. Тут мне 32-33 года где-то. Мы с Ириной поехали на выставку, вот Филку повезли. Миттельшнаузера нашего. Было и такое. Вот интересно, что Анфисе там съедобного ничего нет. Что она там вынюхивает, что она там высматривает. Ума не приложу, но ее очень интересует. А это у нас 1984 год. Наша свадьба. Город Караганда, фотография черно-белая. И вот, я такой высокий, Ирина такая стройная, красивая. Свадьба. Вот такой фотография с этого мероприятия. Анфисочка увлеклась совсем. Да, что же, вот интересно, что она ищет. Она же явно нюхает, и что-то там ей там понравилось. А вот смотрите, слева это Ирина, рядом с ней такое Плесунья, это город Картахена, Колумбия. Такой веселый город, веселая страна. А справа это мы с Ириной в Болгарии. Эта местность называется 7 Рилских озер. Седемте Рилские озера. Мы там часто бывали, и восхождение делал, и смотрел на дановистов, как они там хороводы водят. Интересное место. Про Болгарию многие не знают, думают, что Болгария это море. Вот в Болгарии самое скромное, что есть, это море. Болгария на самом деле это горы, и горы такие, что дух захватывает. И красивых мест в горах гораздо больше, чем чего-то интересного на море. Но это знают только те, кто всерьез интересуется страной и начинает ездить. Это понятно, судя по черепашкам, это Сейшелы. Ирина кормит черепашек. А на Сейшелах мы были несколько раз, нам там очень нравится. Недавно были, у меня на канале видео есть про Сейшелы. А теперь, что же будет следующее? Давайте подождем. Анфиса там драцена душистая стоит. Вот это слева, это Gold Coast, Австралия. Мои, так сказать, попытки на доске что-то там сотворить, на такой доске. А справа это Ирина, фотография на Мальдивах сделана с орхидеями, там такой садик с орхидеями. На Мальдивах тоже были несколько раз, мы туда уезжали в свое время на зиму прятаться. Такое воспоминание, конечно, очень приятное, особенно об Австралии. Страна, где бы я хотел родиться, но, к сожалению, не довелось. А следующим у нас будет остров. Это мы не на Луне, это, судя по пейзажу, пейзаж абсолютно лунный, это мы на Канарах. На Канарах мы бывали дважды, и на Гран-Канарии, и на Тенерифе. И понравилось. Там, помимо того, что просто приятный климат, купание там никакое, на нуле, а вот климат неплохой и виды хорошие. А вот это еще фотографии Сейшелов. Вот на Сейшелах, в отличие от Мальдив, Сейшелы это вулканические острова, и там есть высокие довольно-таки горки, и там есть вот такие красивые пейзажи. Вообще от Сейшельских островов остались самые-самые приятные воспоминания. А это мы в Триесте, на празднике 50-летия вхождения Триеста в состав Италии. Случайно попали, ехали просто на машине, и в Словению нас не пустили. Но я уже был гражданином Болгарии, а у Ирины еще гражданства не было, и у нее что-то было с визой. Проблема, и нам надо было, в праздник все закрыто было, на следующий день мы в словенском консульстве в Триесте поставили Ирине транзитную визу, но совершенно случайно побывали на очень интересном мероприятии, празднике, там парад был военный, на празднике в Триесте по поводу вхождения Триеста в Италию. И узнали всю эту историю, как это все происходило. А вот это одна из моих любимых фотографий, это сделано на Арубе. Это мы не в туристической зоне, а там бар, где гуляют местные. Там конч и пиво местное. Конч это такой, из ракушки добывают. Очень вкусная штука. Анфисочка, похоже, уже вниз собралась. А это мы в Амстердаме. Очень интересная экскурсия по каналам и смотреть, как живут люди на воде. Дома на воде, вино, сыр и такой сумерки в Амстердаме. Здесь в кабинете,
некоторая малая часть наших путешествий, просто там, где мы вдвоем, где кто-то нас фотографировал. Вот, и из этих фотографий я выбрал те, которые чем-то примечательные, как-то как-то запомнились. Я вам их показал. Все, Анфисочка говорит, все, говорит, пускайте меня. Вот, лапами становится, говорит, все, туда, хочу туда, отпустите меня. Она стоит рядом с пылесосом, у меня такой маленький пылесос, всегда под рукой, если что. Если понадобится. Все, я открываю, ее выпускаю. Вот такая была экскурсия по моему кабинету. Если есть вопросы, задавайте, пишите свои комментарии. Желаю вам всего наилучшего в новом году. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам. Пока-пока.